Привет. Хочу поговорить о ситуации, когда ты начинаешь больше отдыхать, но при этом у тебя становится еще меньше сил, и ты попадаешь в замкнутый круг. Я думаю, для многих это жизненно, поэтому хочу раскрыть эту тему. Также замечаю, что чем больше я делаю, чем больше в моей жизни какой-то деятельности, разнообразной причем, тем счастливее себя ощущаю, и отчасти я связываю это с жалостью к себе, точнее, с стремлением к ее отсутствию. И чуть дальше я раскрою это понятие, почему это так называю. Приведу пример на себе, самый простой, когда у меня на работе нет каких-то горящих задач, условно не так много, что нужно сделать, то у меня становится намного больше свободного времени. Там, даже если я хожу в вуз, даже если я что-то еще делаю, все равно мне не нужно так сильно торопиться, и днем я расслабляюсь, могу полежать, залипать в YouTube. После этого куда сложнее вернуться к деятельности, и мозг просто привыкает отдыхать, и очень сложно выйти из этого режима. При этом в обычные дни, если мне сразу что-то нужно сделать, я сажусь за это, потом мне легче продолжить эту цепочку. И я чувствую себя даже лучше, чем когда я сразу начинаю, грубо говоря, отдыхать, расслабляюсь, и все, у меня силы пропадают. Для других это пример еще более простой. Те, кто просто ходит в вуз без работы, они пришли домой, все, время свободно. Если нет какой-то другой деятельности, то начинаешь отдыхать, и все, у тебя деятельность идет на спад, и назад ее вернуть просто нереально, ну, на моем опыте. Обычно, если ты впадаешь в такой режим отдыха, то все, дальше ты ничего не делаешь. До вечера ложишься спать, и новый день либо по новой, либо другой сценарий. И жалостью к себе я называю именно те ситуации, когда мы начинаем отдыхать, еще по-настоящему не устав. Когда у нас просто нет дел, мы не хотим придумывать новые, и вместо этого просто заполняем это все бесполезным отдыхом, который, по сути, не является отдыхом. Либо же это может проявляться наоборот. Либо же это наоборот может проявляться с той стороны, что ты думаешь, как же у меня много дел, как же это все сложно, и начинаешь это избегать, по сути, тоже жалея себя. Хотя на самом деле ты бы потратил совсем немного времени, разобрался бы в этом и спокойно сделал, чтобы это не было. И тут включается какая-то позиция жертвы, что ли, с этой жалостью, которая явно не идет на пользу никому. И я не говорю, что не надо отдыхать, но тут тоже скорее стоит выбирать какой-то отдых, который реально восстанавливает тебе силы. Почему-то для меня не работает так, что ты полежал на диване, чем бы ты ни занимался, но силы у меня не восстанавливаются от этого. Либо нужно лежать совсем без ничего, просто закрыть глаза, ну, либо поспать немного. Это может помочь. Либо нужно, не знаю, сменить деятельность кардинально, но именно деятельность. Не знаю, сходить погулять, спортом позаниматься, ну, хоть немножко что-то поделать. Либо по дому что-то поделать, и ты уже отвлечешься, у тебя голова может отдохнуть. Ну, ключ к нормальному образу жизни – это именно деятельность. Просто ее менять, плюс чтобы она была интересна тебе. Также рассмотрим обратную ситуацию, когда у тебя много дел, и ты просто вынужден это все успевать. У тебя нет возможности долго отдыхать. Ну, если это какая-то работа, либо еще дела, которые требуют ответственности перед другими людьми, на это сложно забить. Если ты как-то к этому уровню пришел, то ты уже взял эту ответственность и должен нести. Ну, либо ты быстро слетишь с этого уровня. И в таком случае ты просто постоянно вынужден это делать. Ну, звучит не очень, но вынужден с той стороны, что у тебя всегда есть дела. Ты их делаешь, и ты находишься в каком-то тонусе, что ли, в плане продуктивности твоей, и не можешь упасть ниже определенного уровня, потому что это необходимо. Плюс в таком случае ты умудряешься как-то успевать и разные мелкие дела, встречи какие-то ставить там вечерами. У тебя жизнь становится еще и насыщенной за счет того, что ты и много делаешь полезного, но при этом, если хочешь ты отдыхать как-то интересно, ты умудряешься это совмещать, и у тебя очень насыщенно выходят дни.
что, в принципе, мне кажется, хороший вариант. Это куда интереснее, чем однотипные дни, которые проходят очень размеренно. Ну, как минимум для молодых людей, я думаю, это так. Плюс еще раз затронул про позицию жертвы и позицию силы. Есть очень большая разница между тем, что ты будешь думать о том, как все сложно и как у тебя много дел, что это печально, что у тебя нет времени на отдых. И между тем, что ты думаешь о том, как много ты можешь сделать или уже делаешь, как много это тебе может дать. Ну и если ты туда внедряешь какой-то отдых активный, то как интересно ты можешь жить на самом деле, успевая при этом делать что-то и полезное, ну, либо ради денег, либо ради себя, и что-то интересное. И выход, чтобы успевать реально много, это постоянно нагружать себя деятельностью и приучать к ней. И также часто возникает ситуация, когда люди путают любовь к себе и жалость к себе, когда ограничивают себя от всех сложностей, всех ситуаций, когда у них много дел одновременно, и уходят в такой отдых, когда стараются все больше и больше себе его дать. Но мне кажется, это большая ошибка людей, когда они привыкают так жить и от всех сложностей ограждаются. Ну, я думаю, вы сами понимаете, к чему это ведет. Вы не сможете их решать дальше по жизни. Ну, а не решая сложности, вы явно не сможете добиться чего-либо. Плюс, уже в третий раз затрону, что оно вас приучает быть слабым и жертвой вообще любой жизненной ситуации. А это закрывает вообще путь к счастью, потому что ты постоянно будешь думать с негативной стороны. У меня это тоже иногда проскакивает именно о том, что много дел, когда я думаю. Иногда мозг все-таки хочет себя почувствовать слабым, но это только затруднит прохождение этих дел, а они так и так неизбежны. Поэтому для себя я определенно понял, что счастье возможно только тогда, когда ты берешь контроль над собой и в своей жизни много деятельности. Разнообразной, желательно той, которая тебе нравится, но твоя жизнь должна наполнена быть ей. Не должно быть просто абсолютно свободных дней, когда ты не знаешь, чем себя занять. И опять же, я не отрицаю отдых. Отдых это круто, но, например, поехать в какую-то поездку, тоже запланировать, там, хочешь туда сходить. Ну, даже просто погулять, но это должны быть конкретные действия. Вышел, погулял, у тебя голова отдохнула, ну, либо поспал подольше, там, это все окей. Но когда у тебя просто нет плана, ты неизбежно забиваешь это время чем-то разрушающим для себя. Возможно, многие люди просто не ощущают этого эффекта на себе, но для меня это критично. Мне кажется, для других тоже отчасти, но может кому-то это просто не важно. И как финальная мысль, которую я хотел донести, я считаю, что наша жизнь должна быть наполнена деятельностью и стараться все меньше и меньше испытывать жалости к себе. И именно так мы можем найти путь к нашему счастью.